На фоне поражений, неудач и западных санкций российские политики продолжают заниматься любимым делом, поиском новых врагов и спорами о том, на кого из соседей России следует напасть следующий. Российские угрозы регулярно звучат в адрес Казахстана. Но они решили пойти дальше и стали угрожать Азербайджану. На этот раз причиной стали действия этой страны по восстановлению контроля над собственной территорией, то есть Карабахом, который с точки зрения международного права является территорией Азербайджана. Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований Московского государственного института международных отношений, предложил нанести удар по электростанциям и нефтяным месторождениям Азербайджана, то есть, как обычно, на гражданские объекты. Опозорившись на фронтах, они теперь угрожают нанести удары по гражданским объектам в другом государстве, то есть в Азербайджане. Это просто национальный позор. Российские шовинисты одержимы войной, агрессией и насилием, причем против мирного населения. Они уже боятся наземной войны даже с таким маленьким государством, как Азербайджан, но им явно нравится бить людей ракетами. То есть открыто предлагают бомбить граждан соседней страны, чтобы поднять цену на нефть, потому что доходы российских олигархов упали из-за западных санкций. Поэтому им очень нужна еще одна война. И обратите внимание, как открыто они все озвучивают. Без колебаний. Ну, вы видите, замешана известная российская дипломатия. Естественно, Азербайджан не надеется на подписание каких-то соглашений с Россией, а русские уже открыто говорят, что это всего лишь бумажки и что России наплевать на все сделки. Выполнять их они не собираются, а вот бомбить Баку собираются. В очередной раз имеем подтверждение, российские шовинисты угрожают всем своим соседям без разбора, в том числе и Казахстану, и Азербайджану. Русские и армянские шовинисты одержимы войной. И будут угрожать всем, пока их твердо не остановят и не принудят к миру. Впрочем, уважаемый зритель, посмотрите и сделайте выводы сами. Сейчас Алиев пытается использовать ситуацию для того, чтобы отжать как можно больший кусок для себя. В частности, изменить статус Лачинского коридора, превратив его в контролируемый Азербайджаном коридор. Как видим, пока это не получается, но дело может дойти до столкновений. Но если они нападут на наших миротворцев, то придется что-то делать. В принципе, у России есть средства, даже не начиная войну, так сказать, контактную войну, имея в виду сухопутную войну с Азербайджаном, там нанести удары по Баку, разбомбить бакинскую нефтяную отрасль полностью, уничтожить бакинскую, азербайджанскую энергосистему ракетными ударами. Кстати, и Запад от этого здорово пострадает. Если мы сейчас разбомбим их нефтяную отрасль, то нефть на Запад не будет течь. Это сразу же повысит цены на нефть здорово. В условиях, когда они потолок ввели. Я так чувствую, Азербайджан прикрывается, он же с нами подписал декларацию о стратегическом союзничестве, как там она называется. И он к этому апеллирует, а сам провоцирует наших миротворцев. Ему надо дать понять, что мы, может, и не будем там воевать в Карабахе. Разбомбим всю энергосистему, нефтяную систему, и будет Азербайджан без нефти сидеть. Без электричества. Как он там долго будет воевать, сможет воевать в таких условиях с Арменией, не знаю. Бакинскими провокаторами очень хорошо все просчитано. Да, и миротворцы не могут применить оружие в такой ситуации. Они могут применить его только в случае прямого вооруженного нападения на них.